Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. Некоторые игроки сочли парирование и уклонение в Stellar Blade недостаточно отзывчивыми. В сети появились жалобы на задержку ввода. Босс студии Shift Up Ким Хюн Тэй рассказал, как устроены эти движения. В интервью японскому изданию 4Gamer разработчик пояснил, что авторы экшена пытались сделать боевые анимации не только удобными, но и эффектными. Вот цитата Кима. В Stellar Blade есть задержка примерно в полсекунды между нажатием на кнопку и моментом, когда умение воспроизводится на экране. Эту задержку нельзя сократить. Мы сделали так, чтобы движение персонажа совершалось не сразу после нажатия на кнопку, поскольку другой вариант, на наш взгляд, не сочетается со стилем анимации в игре. Поэтому сама способность у нас применяется в момент нажатия, а анимация следует позже. Ким Хюн Тэй добавил, что если сообществу не понравится такая система, то в будущем студия может ее изменить. Российская студия Lipsar поделилась кадрами из пошаговой тактики Sparta 2035. Судя по всему, разработчики активно черпали вдохновение из последних XCOM. Место действия игры — Африка. В главных ролях наемники, которые помогают местному президенту бороться с терроризмом. Институт развития интернета выделил на создание Спарты грант в размере 90 миллионов рублей. Выход Sparta 2035 намечен на конец 2024 года. Сначала планируется запуск в VK Play, а затем в Steam. Еще игра должна была обзавестись демо-версией, но на своей странице в ВК авторы объявили о задержке. Тем не менее, когда бы проект не вышел, наверное, хорошо, что можно будет попробовать его до покупки. За минувшие выходные драма вокруг дорогущего издания Escape from Tarkov успела навернуть несколько сюжетных поворотов вокруг Земли и вырулила на хорошую концовку. Относительно. Сначала Battlestate Games решила игнорировать проблему, но это не помогло. Затем студия сжалилась над игроками и включила дополнительные бонусы в Edge of Darkness, то есть выдала новый контент тем, кто успел купить версию игры за 5500 рублей, пока она еще была в продаже. Эти бонусы, правда, удовлетворили не всех. Например, если в неслыханном издании PvE выдается навсегда, то владельцев Edge of Darkness собирались пустить туда всего на полгода, и скандал закипел вновь. Вынудили выйти на свет самого Никиту Буянова, руководителя студии. Вынудили, потому что его мнение о ситуации игроки узнали после утечки беседы сотрудников с эмиссарами игрового сообщества. Кто-то выложил расшифровку на Reddit. Гейм-директор начал свой ответ с уточнения, что PvE-режим — это не DLC, а поэтому его не обязательно выдавать владельцам других изданий игры. Вот что он написал. DLC, в нашем понимании, это крупные дополнения к игре, включающие в себя различные функциональные возможности и контент, которые выходят после официального релиза игры в виде тематических DLC-паков. Например, DLC «Жизнь Дикого», которая добавит множество новых механик и контента для геймплея и левелинга за Дикого. Конец цитаты. Во-вторых, он напомнил о технических трудностях, связанных с PvE-режимом. Ведь даже там геймерам все равно предлагается играть на серверах компании, но с той лишь разницей, что это отдельная сетевая инфраструктура. Пустить в него всех желающих очень затруднительно, поскольку в настоящее время Battlestate не располагает необходимыми ресурсами и возможностями. Но и на этом разборки не завершились. На следующий день студия вновь сдала назад и решила таки выдать владельцам Edge of Darkness доступ к PvE навсегда. Сообщение Буянова звучало так. Позвольте продолжить свой фидбэк о текущей ситуации. Прежде всего, я бы хотел извиниться за то, что фанаты и игровое сообщество EFT в целом испытывают эти негативные чувства. К сожалению, я не предвидел такую реакцию, и теперь я сделал выводы для своих будущих решений. И вот какое будущее ожидает сообщество Таркова после всех этих ответов, извинений и перебалансировки изданий. Доступ к PvE для владельцев издания Edge of Darkness откроют не на 6 месяцев, как говорилось чуть ранее, а навсегда. Но игроков будут пускать туда поэтапно, так как у студии не хватает соответствующих серверных мощностей. После релиза PvE туда добавят поддержку модификаций. Бонусы издания The Unheard Edition неким образом сбалансируют, а тем, кто обновился по старой цене, предоставят больше наград. Из Edge of Darkness уберут приоритет в матчмейкинге, чтобы все игроки оставались на одной волне. Взамен в Edge of Darkness добавят больше уникальных вещей. Мы продолжаем работать над патчами, новым контентом, ивентами и самим релизом Escape from Tarkov независимо от всех последних событий. Спасибо за ваше время, любовь и ненависть, и спасибо за ваше увлеченное внимание к текущей ситуации, подытожил руководитель. Ветеран индустрии Синдзи Миками основал новую студию Камуи. Камуи? Ее первое упоминание появилось на сайте ремастера Shadows of the Damned еще в марте.
а теперь гейм-директор подтвердил факт ее создания. Миками покинул организованную им же Tango Gameworks в феврале 23 года, студию, ответственную за The Evil Within, Ghostwire Tokyo и Hi-Fi Rush. Маэстро взял время на отдых, а в октябре заявил, что готов вернуться к работе. Как оказалось, творить он собирался уже в новой команде. В новой студии он хочет создать обстановку, которая позволит молодым разработчикам получать больше опыта через менее продолжительные циклы производства. В эту тему также вписывается желание геймдизайнера выпускать более уникальные небольшие игры. Он уверен, что у таких проектов найдется своя аудитория. Кроме того, Миками признался, что хотел уйти из Tango Gameworks, чтобы вырваться из жанра survival-хорроров. А ведь именно это направление его и прославило. Маэстро в ответе за первые части Resident Evil и Dino Crisis. Миками рассказал и о своем опыте работы в Tango. Если вкратце, уйти хотел давно, а должность продюсера в студии у него была скорее формальная. Фактически он руководил производством игр всего полгода, а все остальное время был практически рядовым сотрудником. 26 апреля исполнилось 38 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС, одной из крупнейших радиационных аварий в истории человечества. К этой дате GSC Game World приурочила выпуск свежего трейлера Stalker 2 «Сердце Чернобыля». В ролике демонстрируются завораживающие виды зоны, а один из персонажей поясняет, что в зоне отчуждения можно найти абсолютно все, включая себя самого. Однако важно помнить, что опасностей там не меньше, чем возможностей. Мельком показали некоторые знаковые места Припяти, вроде колеса обозрения, и пролетели над кладбищем зараженной техники Рассоха. Видео можете изучить, перейдя по ссылке в описании. Stalker 2 планируют выпустить 5 сентября на ПК и Xbox Series, включая Game Pass. Испанский портал Vandal раздобыл больше подробностей о новой консоли Nintendo. Информацию якобы передали производители периферийных аксессуаров для устройства. Если верить материалу, в так называемый Switch 2 джойконы посадят на магниты, а сама она окажется больше предшественницы. Испанцы уже публиковали верные сведения о Switch в 2021 году. Тогда они рассказали детали об OLED-версии до ее официального релиза. Это внушает доверие к свежей статье. Однако принимать ее за совершенно чистую монету все же не стоит. Вот основные тезисы. Новая Switch сохранит свой форм-фактор, она слегка увеличится в размерах, но останется меньше Steam Deck. Изменится и крепление контроллеров. На замену рельсовой системе придут магниты. Геймпад Pro контроллер от Switch'а будет совместим с новой консолью. Однако есть предположение, что уже выпущенные джойконы откажутся работать со Switch 2. Некоторые производители уже смогли в прямом смысле пощупать наследницу Switch. Консоль была скрыта от глаз, чтобы избежать утечек. Еще все партнеры Nintendo сходятся во мнении, что Switch 2 не выйдет в 2024 году. Более вероятное время начала продаж — начало 2025. Сама консоль уже готова, но все еще нужно поработать над стартовой линейкой игр для нее. СМИ подтверждают эти слова, а японское издание Nikkei считает, что релиз устройства состоится в марте. А интересные материалы на Stop Game уже на сайте. Даже ждать до марта не придется. Алексей Лихачев рассказал о Tales of Kenzera ZAO. Степан Песков перечислил интересные релизы мая, а Дмитрий Бурдуков вышел из спячки и порадовал нас всех видосом о том, как тяжела жизнь виртуального фотографа. Хорошего вам понедельника. Пока!